Привет, 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 песеры, с вами Морж. 21 число у нас на календаре, четверг, а значит небольшое обновление в PES Mobile. Да, в основном у меня сейчас материал по eFootball 2022, показываю что-то интересное, объясняю, что с тренерами, но про Mobile тоже забывать не стоит. Итак, у нас компания, снова какая-то компания, спасибо, что вы типа нас поддерживаете. За сегодня, за первый вход дадут одну круточку драфтбокса, потом входите 6 дней подряд и дадут по 10 тысяч ГП каждый день. Ну, насколько это классная награда, можете судить сами. С другой стороны, дареному коню в зубы не смотрят, поэтому забираем, да и все. Завозят нам сегодня вот драфтбокс с легендами, который раз по кругу. Почему 4 драфтбокса нам постоянно по кругу повторяют, я, если честно, не знаю. Почему других легенд не добавляют, я тоже не знаю. Ответов у нас гораздо меньше, чем вопросов. Ну и иконики мадридского Атлетика, матрасников нам сегодня предоставляют. Значит, Фарлан у нас 95 на максимальной прокачке, 98 будет иметь с эмблемой мадридского Атлетика. В отличие от Фарлана из Манчестер Юнайтед имеет стиль лис у ворот, и МЮшный Фарлан реально поинтереснее. Ну и Торрес 95 на максимальной прокачке, 97 будет иметь с эмблемой мадридского Атлетика, конечно же. Имеет стиль охотник за голами, неплохой нападающий, но честно скажу, если вы не фан матраса, то я бы этот пак вам открывать не советовал. Здесь у нас, опять же, стандартные 30% на черный мяч, 15 черных мячей, но из этих 15 икоников 2, а не 3. То есть процент еще меньше, чем обычно. И при этом игроки далеко не имбовые. Хорошие, вполне себе крепкие нападающие, но далеко не имбовые. Но я, само собой, пооткрываю, чем мне еще заниматься. У меня уже последние 4 видео, под видео мне пишут: Морж, где паки? Вот они паки будут сейчас не особо часто. В основном мы будем разбираться с механиками 22 части, так как у нас обещают мультиплатформенность, у нас будет полная копия игры с ПК и консоли, ну, конечно же, кроме графики. Вот, поэтому все те вещи, о которых я рассказываю про ПК-шную версию, будут работать у нас в мобилке. Я считаю, что лучше сейчас сразу на старте дать информацию и по тренерам, там, и по прокачке игроков, по различным нюансам, чтобы вы понимали на выходе 22 части, собственно, что делать, куда бежать, кого покупать, как качать, ну и так далее. Считаю, что эта информация будет полезна. Да, хочу извиниться перед вами за не слишком хорошее качество этого видео. К сожалению, мой телефон на сегодня уехал немножечко в ремонт, я его немножечко залил, вот, поэтому пользуюсь старой трубой, может быть, немножечко подтормаживать изображение, но я надеюсь, никакой проблемы это не составит. Что хочется сказать вообще по 22 части, ребят, наиграно мной уже достаточно много, и честно вам скажу, пока больше вопросов. Я не совсем получаю удовольствие от игрового процесса, скажем так. Задротить пока что не во что, то есть где-то фармить пока негде. И вот ты прошел ивенты, остановился, денег нет, новых футболистов подписать не получается, и, к сожалению, на этом как-то все стопорится. Но уже сегодня eFootball 2022 должен обновиться. Сегодня у нас должны появиться в 22 части игроки команды недели. И начаться какая-то там кампания на легенд. В общем, как только сервера включат, само собой я в это зайду, видео я сделаю, покажу вам, что у нас там с игроками недели, что у нас там с легендами. В общем, с этим всем тоже будем разбираться, и насколько это все сложно. Насколько я понимаю, также сегодня должны появиться паки за золото в 22 части, но при этом хочу обратить ваше внимание, что если в 21 на ПК и консолях давали золото за вход, пусть немножечко, но давали, то в 22 пока что среди бонусов за вход никакого золота вообще нет. И если это, причем достаточно большая вероятность этого, если Konami решила сделать донатную валюту чисто донатной, то есть чтобы ее было невозможно получить никаким игровым путем, ну это будет достаточно напряжно. И по прокачке игроков, да, потихонечку я готовлю видео, чтобы люди понимали, как качать, какая система, в общем, все мелочи, все нюансы я постараюсь о нем рассказать. Но так наперед могу вам спойлернуть, судя по всему, вот молодых игроков, у которых очень много уровней, чтобы выкачать полностью, нужен
Так, сотня она, значит, нужна будет не одна сотня матчей, там, возможно, и тысячами это будет исчисляться. А сами понимаете, наиграть 1000 матчей, чтобы просто прокачать игрока, ну, это достаточно сложно. Ладно, возвращаемся к мобайлу. К сожалению, здесь у нас уже привычное нам всем затишье, то есть в четверг только завозят икоников, даже команды недели, к сожалению, Konami не делают, и до сих пор у нас есть проблема с серверами. При том, что вроде как 22-я часть ушла с соединения peer-to-peer на серверную модель, все равно почему-то сервера нам не вернули, которые отвечали за peer-to-peer, и, собственно, до сих пор у нас эта ошибка 1009, можно по 20-30 минут сидеть клацать, повторить, пока тебя пустят в онлайн-матч. Печально, но, к сожалению, нам с этим смириться нужно спокойненько, ждать 22-й части, которую по-любому под видео будут вопросы, Морж, когда выходит 22-я мобильная, не знаю я, ребята, и никто не знает. Сейчас по инсайдам обозначаю 19-20 мая. Вот. Ну, это, опять же, по инсайдам, и Konami это не подтвердила. Вы знаете, насколько Konami хорошо общается с комьюнити, насколько им важно ваше мнение, что они на него абсолютно не обращают внимания, и какие-то подробности нам сообщать очень даже не спешат. Поэтому ждем официальной информации, пользуемся инсайдерской информацией, других способов получения, в принципе, хоть каких-то дат у нас нет. Поэтому на данный момент человек, который, ну, наверное, больше всего в теме и не принадлежит к сотрудникам Konami, говорит про 19-20 мая. Надеемся, он будет прав. Хотя это еще месяц, так сказать, сидеть с этим всем, в общем, тем, что у нас есть в PES Mobile, а точнее, тем, чего у нас нет в PES Mobile. Да, кстати, в комментариях спрашивали, типа, почему я сейчас притормозил с обзорами со всем остальным. Ребят, ну, посудите сами, тут месяц остался всего лишь. Типа, выпустить сейчас обзор на какого-то иконика, который через месяц станет неактуальным, ну, мне кажется, это лишняя трата времени и сил. Поэтому я сейчас лучше сосредоточусь, максимально разберусь в механиках 22-й части, чтобы когда вы получили мобильную версию 22-й части в руки, были максимально к ней подготовлены, чтобы на любые вопросы, которые у вас возникали, как делать то, как делать это, как делать еще что-то, вы могли спокойно зайти на мой канал, зайти там в плейлист гайды и найти ответ на свой вопрос. Да, кстати, заходите в плейлисты, потому что часто очень сообщения, там, типа, сделай обзор на одного, сделай обзор на другого, а я уже делал, вот он в плейлисте есть. Иногда даже доходит до смешного под видео, там, вопрос, сделай обзор на кого-нибудь, а у меня прошлое видео и был этот обзор. Ну, то есть, хоть когда-то заходите на канал, смотрите, YouTube плохо рассылает уведомления, именно для этого я создал Telegram, ссылка в описании, кстати, в закрепленном комментарии. Туда я репощу видео, если вы не хотите что-то пропускать, то лучше подписаться, ну, или хотя бы изредка заходить на канал, смотреть все видео, то есть, я все равно стараюсь более-менее часто это выпускать. Ну что ж, 2000 золота у меня улетает, и ни одного розового сияния мне не дало. При этом дало достаточно много, хотя не как достаточно много, столько, сколько и должно было. 6 черных мячей мне выпало. То есть от 2000, от 20 попыток 15% на черный мяч, как раз 6 черных мячей, нет, стоп. 6 мне выпало, а должно мне было выпасть с 10 полтора, правильно? А с 23. То есть 3 черных мяча мне должно было выпасть, а выпало 6. Ага, то есть в 2 раза больше, да, в 2 раза больше черных мячей мне дало, чем в принципе обещала Konami по проценту, но, к сожалению, ни одного иконика не завезли. Ну, надеюсь, у вас удача получше, хотя, скорее всего, многие просто этот пак и не открывали. Но если открывал, пиши в комментариях, чего наловил, а я пошел ждать 22-ю часть, собственно, обновления, будем разбираться, чего там, так что видео скоро будет. Далеко не разбегаемся, с вами был Морж, до новых встреч, пока-пока.